Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такую замечательную майку с отрезной чашкой, с бретелью и на подкладе. Итак, начинаем работу. Шить эту маечку мы будем из стретч-атласа. Он тянется в поперечном направлении немного, по долевой не тянется вообще. И дублировать будем дублерином, также стрейчевым, также он тянется в поперечном направлении. Итак, заготавливаем два отрезка ткани, один для лица, второй для изнанки и один отрез дублерина. Теперь берем ткань, отрезанную для лицевой части маечки, и проклеиваем ее дублеринчиком. Шить эту маечку я буду из выкройки. Майка с отрезными чашками. Эта выкройка есть на сайте нашей школы. Вы можете ее приобрести. Итак, складываем ткань пополам и укладываем выкройку, соблюдая долевую. Вот я выкроила детали лица и изнанки. Кроим точно по контуру выкройки, ничего не добавляем. Выкройка у меня уже имеет припуски на швы. Лицевая часть проклеена дублерином, изнанка не проклеенная. Сшиваем все швы нашей маечки лица и изнанки с припуском 7 миллиметров. Так, готово. Сшивая чашки, не перепутайте детали. Должны совпасть метки центр груди. Складываем детали. По срезам у нас должно вот так совпасть на расстоянии 7 миллиметров. Детали должны быть вровень. Так, меточки соединяем. Так, ставим иголочки. 7 миллиметров проконтролировали. Распределяем между иголочками ткань и шьем с припуском 7 миллиметров. Готово. Итак, мы с вами сшили все швы. Теперь срезаем уголочки припуска, чтобы убрать излишнюю толщину. Вот так. Теперь переходим на утюг и разутюживаем все швы на лицевой части майки. И также переходим на изнаночную, также разутюживаем все шовчики. Берем круглую колодку для чашек, располагаем на ней чашечку, закрепляем в двух местах в начале и конце шва иголочками, немного растягиваем шов. Так. И теперь разутюживаем шов, формируем округлую чашечку. Так, готово. Мы отутюжили все детали маечки. Вот так у нас сейчас это выглядит. Вот такие получаются у нас чашечки. Теперь складываем лицо с изнанкой и соединяем детали по нижнему срезу. Ставим иголочки. Вот так. И шьем с припуском 7 миллиметров. Готово. Разворачиваем и перестрачиваем припуск на изнанку. Шьем в миллиметре от шва по изнаночной стороне. Так, мы перестрочили припуск, смотрим. Вот так это выглядит. Теперь у нас по нижнему краю образуется небольшой перекант. Лицо будет на 1 мм заходить на изнаночную сторону.
И в результате получается, что у нас ткань изнанки немного выглядывает. Поэтому мы с вами соединяем детали таким образом по верхнему срезу, чтобы выпустить пару миллиметров изнаночной ткани. Вот так. Соединяем и шьем с припуском 7 миллиметров. Так. Зашиваем по центру. Теперь срезаем излишки подклада. И опять же мы должны перестрочить припуски на изнанку. Вот так. Шьем. Обрабатываем верхний срез. Теперь выворачиваем на лицо и наметаем верхний и нижний срез с помощью очень тонкой иголочки и шелковой ниточки. Вот так делаем перекант вручную. Вот так это выглядит. Так. Теперь переходим на утюг, отутюжим все срезы сначала с наметкой, потом наметку снимем и уже окончательно все отутюжим. Теперь соединяем лицо с изнанкой, в области чашек ставим иголки. Так. Шьем с припуском 3 миллиметра. Теперь осноровим эту область, срежем излишки подклада. Переходим к чашкам. Я за кадром подготовила бретели. Как сделать именно такие бретели, можете посмотреть мой ролик на YouTube. Он называется «Как сделать бретели из ткани». Итак, прикладываем бретель к лицевой части чашки точно по центру шва. Закрепляем иголочкой. И прокладываем строчку в 7 миллиметрах от среза. Закрепили. Так, теперь берем чашку из подкладки, складываем лицо к лицу и опять выпускаем немного изнанки на пару миллиметров по всем срезам. Вот так. Ставим иголочки, распределяем ткань. Так. Шьем с припуском 7 миллиметров. Доходим до бретели, разворачиваемся, шьем по бретели, опять разворачиваемся и заканчиваем строчку. Так, теперь перестрачиваем припуски на изнаночную сторону. Вот так. Повернули припуск и шьем по изнанке в миллиметре от шва. До самого конца, до бретели мы не сможем добраться, поэтому заканчиваем где-то в сантиметре 1,5 от бретельки. Вот так. Так, второй край чашки также мы обрабатываем. Тоже не доходим где-то сантиметр 1,5 до бретельки. Заканчиваем строчку. Вот у нас перестроченный припуск на изнанку. Вот так. Так получается. Теперь прометаем все срезы. Иголочку с ниточкой берем и делаем перекант на изнанку. Так. Прометали. Теперь соберем нижний срез чашки, лицо с изнанкой. Ставим иголочки, распределяем ткань, соединяем. Прокладываем строчку на расстоянии 3 миллиметра от среза. Так. Вот такая чашечка у нас получается. Теперь
отутюжим чашку на форме. Сначала по наметочке пройдемся, потом наметку снимем и окончательно отутюжим наши чашечки. Пришло время вшивать чашки в майку. Очень точно уравниваем срезы, соединяем шов чашки с меткой на майке, соединяем очень точно по центру, ставим иголочки, равномерно распределяем ткань чашки, подкалываем и затем все это мы приметаем вручную тоненькой иголкой и шелковой ниткой. Вот так это выглядит. Смотрим сопряжение деталей. Они должны быть все на одном уровне. И также здесь на уровне 7 мм должно быть точное совпадение деталей. Вот здесь. Проверяем. Хорошо. Теперь шьем с припуском 7 мм. Обрабатываем оверлоком припуски чашек. Кончики ниток от оверлока прячем внутрь с помощью крючка. Так. Вот так сейчас это выглядит. Соединяем по центру спинки лицо с изнанкой, шьем с припуском 7 мм и обрабатываем оверлоком. Складываем детали спинки лицевыми сторонами, зашиваем спинку с припуском 1,5 см. Детали должны точно совпадать по срезам. Разутюживаем шов спинки. Вот так это сейчас выглядит. Теперь берем разъемную молнию, прикладываем ее лицевой стороной к шву спинки, убираем одну половинку молнии и приметываем одну из половинок так, чтобы зубчики молнии шли точно вдоль шва. Конец молнии оборачиваем вовнутрь и приметываем. Так. Теперь закрываем молнию и приметываем вторую половину. Вот так это выглядит. Шьем по лицевой стороне. Теперь очень аккуратно снимаем шов, которым мы сшивали детали спинки. Так, молния у нас пришита. С длиной бретели мы определились. Добавляем 2 см припуск и пришиваем ее к рельефу спинки. Шьем по лицевой стороне, стараемся попасть в центр шва. Вот так. И проложим с вами еще одну строчку. Пришьем припуск на сторону чашки. Прокладываем строчку на расстоянии 1 мм от шва. Шейте очень аккуратно. Готово. Переходим на утюг и окончательно отутюживаем нашу маечку. Также поутюжим швы на чашке. Еще раз придадим красивую форму чашечкам. Если у вас утюг без тефлоновой подошвы, тогда делайте это через проутюжильник. Друзья, наша маечка абсолютно готова. Вот такая замечательная она у нас получилась. Выкройку такой майки вы можете приобрести на сайте нашей школы. Если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.